1992 год. Патологическое изменение переходной зоны, континуум, дисторсия. Из выступления на Аляске 2005 года известно, что в марте 1992 года на основании парного изображения продольного среза здорового и патологически измененного интеза в области перехода фасциальных волокон в кость доктор Типальдес сформулировал концепцию континуум дисторсии. Рассматривая эти картинки, он предположил, что возникающее в результате травмы неравномерное смещение костного компонента в связку и связанная с этим симптоматика, в частности растяжение голеностопа, может быть устранена, если к области деформации приложить усилие, идентичное травмировавшему по силе, в обратном направлении. Так как доктор Типальдес работал в отделении неотложной помощи, куда обращались люди с такими травмами, возможность проверить эту гипотезу не заставила себя долго ждать. Первому же пациенту, поступившему в приемное отделение больницы в его дежурство с жалобами на острую боль, возникающую в области голеностопного сустава при переносе веса на эту ногу, исключив перелом, доктор Типальдес предложил провести придуманную им манипуляцию. Он предупредил пациента, что такое лечение раньше никогда никем, никому не выполнялось, что оно будет крайне болезненным и существует некоторая вероятность, что его результаты вызовут не снижение, а усугубление симптоматики. Но если все пройдет, как рассчитывает доктор Типальдес, его манипуляция избавит пациента от необходимости длительной иммобилизации и позволит ему свободно двигаться без боли сразу же по ее завершении. Пациент без колебаний принял предложение доктора Типальдеса. Дальше приведу цитату. «Почему вы соглашаетесь на экспериментальное лечение?» – спросил его я. «Я бизнесмен. Если есть один шанс из 100, что то, что вы предлагаете, сработает, то я выбираю его. У моего пациента больше храбрости, чем у меня», – подумал я и сделал это. Когда я закончил, пациент встал и пошел не хромая. Все были в полном восторге. На самом деле мне повезло. Причиной могла быть и фолдинг-дисторсия, и триггерный тяж. Если бы что-то пошло не так, как бы я объяснил, почему не сделал как положено, не наложил повязку. Но мне повезло. Ко мне попал замечательный пациент. В интервью Торстену Фишеру в мае 2020 года Матч Кастен, пересказывая эту историю, дополнил ее одной очень важной деталью. Доктор Типальдес пролечил более 50 пациентов, прежде чем понял, что причиной боли при растяжении голеностопа могут быть иные дисторсии. «Скажи, был ли тогда такой диагностический критерий, как body language?» – спрашивает Анна Торстен, и сама же с улыбкой отвечает. Если бы доктор Типальдес ориентировался на body language, он, наверное, гораздо раньше пришел бы к такому выводу. Я специально посмотрела первые 3 издания книги. В первом 1997 года body language упоминается только в введении. Во втором 1998 года немногим больше. А в третьем 1999 года уже повсеместно. Язык тела не главное в ФДМ. В ФДМ главное думать. Язык тела важный диагностический критерий, но не самый и не единственный. Конец цитаты. Итого, в отличие от концепции триггерного тяжа и грыжи триггерной точки, который доктор Типальдес сформулировал для объяснения ранее обнаруженных им эмпирическим путем терапевтических воздействий, эффективных в отношении миофасциальных триггерных точек, концепцию проблемы переходной зоны, континуум дисторсию, он разработал до того, как впервые применил континуум дисторшн технику. В отличие от техники триггерного тяжа и техники грыжи триггерной точки, континуум дисторшн техника была разработана доктором Типальдесом для лечения острой травмы и впервые была реализована в стационаре, а не в процессе частного приема. Первой исправленной доктором Типальдесом континуум дисторсии была AACD – Anterior Ankle Continuum Distortion. Как должно быть известно всем изучавшим ФДМ, пациенты никогда не указывают на нее сами. Но согласно рекомендациям доктора Типальдеса по лечению растяжения голеностопа, собирательный медицинский диагноз, за которым может стоять травма любой мягкотканной структуры из окружающей голеностопный сустав. А AACD следует искать путем пальпации и устранять в приоритетном порядке. В некоторых источниках указывается, что изображение интезов, с которого началась эта история,
доктор Типальдес получил от некой физиотерапевта, которая была в курсе его исследований. 25 марта 1992 года Стивен Типальдес доложил о своем открытии на собрании Western State Osteopathic Association в Лас-Вегасе, Невада. В ноябре того же года представил свои наработки в Американском колледже врачебной практики по остеопатической медицине и хирургии и Американском колледже остеопатической ревматологии Сан-Диего, Калифорния. После одного из этих выступлений к нему подошел слушатель и дал совет для большей ясности разработать для представленных им концепций оригинальную терминологию.